Меня зовут Елена Куликова, я психолог добровольческого движения «Даниловцы». У меня есть волонтерский опыт, достаточно продолжительный, и координаторский опыт. Были свои страхи, я тоже о них буду делиться. И вот Елена пока не отвечает. И сегодня этот тренинг веду я и совместно с Лидией Алексеевской. Расскажи про свой опыт, есть ли он у тебя? Ну, я сейчас руководитель школы социального волонтерства. Волонтерский опыт у меня есть, и опыт координаторства. И начинала я как Ксения в детских отделениях НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Пожалуй, мне каждый раз, когда я шла как волонтер и даже как координатор, мне было страшно. Мне было страшно от неизвестности, от того, что было совершенно непредсказуемо, с кем я встречусь и что мы будем делать. И вроде как никакой такой угрозы для жизни не несло, там встретишься с кем-то, максимум что, скучно будет, так как-то пройдете мимо друг друга. А страх был достаточно сильный, то есть каждый раз перед тем, как сделать шаг на порог больницы, это была достаточно сильная тревога. Как это будет в этот раз? Кто это будет? Что между нами случится? Вот прям вот так регулярно по расписанию. 16:50 страх. Понедельник и среда 16:50 страх. Встреча со страхом. Мне было страшно сделать первый самый шаг, позвонить координатору, как вообще входить в группу. Было страшно. Я начинала в 6-й детской московской психиатрической клинике. Мне было страшно не сами подопечные, а вообще понравлюсь ли я им, а что мне с ними делать. Вроде профессиональные какие-то качества проявлять нельзя, потому что я волонтер. И где вот эта дистанция, где эту границу удерживать, чтобы не со своими там психологическими, клиническими вещами не внедряться в поле социального учреждения и вступать в конфликт с социальными работниками. Где себя оттормаживать, как выстраивать контакты. И на первом посещении у меня были такие вопросы от подопечных, как тебя зовут, они к новым очень благодушно настроены, замужем ли ты, а есть ли дети, а потом, а сколько тебе лет, а мне было уже за 40, и они говорили, ой, а чё ж такая старая волонтера пошла? И это была такая интересная проверка, и я все время думала, ой, а что я еще могу выдержать, а что это интересно. И вот разговариваешь, кто кому был больше нужен, я не перестаю удивляться этому вопросу, который внутри меня находит все время новые какие-то отклики. Ну что, мы собрали некие страхи, я их сейчас зачитаю, да, страх больницы, страх заражения, дальше страх в качестве повторное заражение, страх неизвестности, страх смерти, нет опыта и страшно начать, страшно сделать хуже, страх навредить, страх первого шага, страх не идеально провести работу, идеально, перфекционизм, боязнь привязаться, потому что нельзя привязаться. Дальше в онкологическом центре Челябинска страх, что никто не придет на первую встречу, и не только на встречу, на молебен, то, что родители могут сказать, что им это не нужно. Боязнь расплакаться при ребенке, показать свою слабость, страх приручить и обмануть ожидания, страшно, что волонтеры не откликнутся на какую-то идею, что не будет поддержки, и страх заразить детей ОРВИ. Мы просто Сашу не спросили, чего Саша боялась. Да, Саша, тебе слово.
Ну, на самом деле очень многое сказали, да. Я была волонтером в детской больнице, там же, где Лида. И я до сих пор являюсь волонтером группы духовной переписки с заключенными. Ну и немножко в других волонтерила группах. Ну, там в колонию один раз ездила. И там к особым детям, ну, не в Даниловцах, ну, в Даниловцах тоже, но так вот, как онлайн-волонтерство через экран. Вот, и я очень помню самый первый момент, когда было, я позвонила координатору, тогда была Алена, и я позвонила, и мы договорились, она спросила: а ты себя хорошо чувствуешь? Я говорю: да, я себя хорошо чувствую. И потом мы закончили разговор, и я начала разговор уже с самой собой. Я такая: так, я сказала, что я себя хорошо чувствую. А я правда себя хорошо чувствую? И в результате со вторника, когда был этот звонок, до субботы, когда было посещение, я каждый день себе задавала вопрос, действительно ли я себя хорошо чувствую. Мне начинало казаться, что у меня першит в горле, что у меня начинается насморк. И вот это вот всё Психосоматика. какое-то да, вся соматика подключилась действительно. Вот, и я думала: как всё. Ну, в результате я дожила до субботы с этим страхом и пришла, и, слава богу, я действительно не была больна, ничего. Вот, но такие страхи у меня периодически потом, было такое, даже когда я была координатором, у меня был такой вопрос с утра, я просыпалась и в первую очередь, там, так пыталась прочувствовать свое горло и нос. Вот, потому что если что-то случилось, то надо срочно искать замену, кто вместо меня сможет пойти, и всё это. Вот такой был страх, вот сейчас вот я про него вспомнила больше всего. А так вот очень много из того, что назвали, они тоже у меня было знакомо, что не так пройдет посещение. Особенно вот когда я уже стала координатором, было такое: как пройдет посещение, вдруг дети не придут, вдруг волонтерам не понравится. Вот был прям вот именно даже не то, что детям не понравится, а вот волонтерам не понравится, что вот они придут, а им не найдется нужного ребенка, который вот к ним подойдет. То есть много было вот таких тоже, наверное, с перфекционизмом тоже связанных вещей. Ну и, конечно, да, вот, ну, то есть в целом страх, конечно, вот не навредить в широком смысле, то есть не только заразить, а, может быть, слово какое-то не то сказать, как-то неудачно пошутить. Вот такие еще у меня были. Как и волонтер, как координатор. Что волонтер, может как-то что-то такое скажет, а я вот рядом не буду, не услышу, вот, и ребенка это вот останется там в памяти, что ему волонтер что-то вот неосторожно сказал. При том, что, опять же, я не сомневалась в волонтерах, но все равно понимаю, что вот сама тоже что-то могу в какой-то момент ляпнуть не так, потом сожалеть. И вот думала, что волонтеры тоже вдруг что-то скажут, так не со зла, но вот такие у меня были страхи. Спасибо. Ну что, страхи собраны. Двигаемся дальше. С этими страхами сложим их себе в мешочек. Пойдем с ними встречаться. Лид, расскажешь про как можно страхи привлечь себе в союзники? Я бы даже рассказала не о том, как привлечь союзники, а о том, что, о чем уже начала говорить Ксения, о том, что, ну, представьте себе, что этих страхов бы не было, о пользе страха. Угу. И сейчас было много сказано о страхе навредить и о некотором страхе первого шага. Может быть, даже прямо участники могут сообразить, что дает вот эта вот тревога, вот этот страх, что она вам дает. В смысле плюсы страхов? Да, в смысле плюсы. Зачем она вам? Если так поставить вопрос, вот зачем? Осторожность, внимательность. Да? Страх – это то, что нас немножко притормаживает. Страх, в принципе, физиологически, он нас скорее останавливает. То есть если страха нету, мы сразу идем в бой. Вот захотели, сразу идем в бой. Вот здесь вот мы осторожно притормозили. Страх дает возможность взять паузу, притормозиться. И дальше что происходит? Зачем нужна эта пауза? Вот эти Олины слова дальше расшифровывать. Внимательность – это что? Что надо делать в паузе, чтобы она была во благо? Собраться. Ну, чаще всего страх, ну, я не знаю, страх помогает собраться. Он мобилизует, конечно, да, думаю, да.
Вот мы притормозили, у нас есть энергия действовать, и тут у нас страх, да, он нас притормаживает. Ну вот. Страх заразить или заразиться, страх сделать не так, навредить, привязать. На мой взгляд, в этой паузе, вот, Оль, мне очень понравилось слово «внимательность», в паузе есть возможность посмотреть вокруг. Мы притормозили, и мы смотрим вокруг, мы смотрим, в каких мы условиях оказались. Если там это про страх заражения, мы смотрим, там, какие меры приняты, какие нет. Внимательно смотрим на свое горло и на свой насморк, как Саша. Да? Не было бы страха, Саша бы не обращала внимания на эти сигналы и могла бы пропустить. Мы боимся привязаться, мы внимательно смотрим на сигналы ребенка, да? Как он с нами прощается, что он говорит, дает ли он сигналы, что он как бы без нас не может, что это будет травма, если мы его оставим. Страх как возможность притормозиться, взять паузу и присмотреться вокруг, посмотреть, какова ситуация и что вообще происходит, прежде чем действовать. На мой взгляд, вот вообще тревога перед встречей говорит о том, что вы готовы встретиться с другим человеком. Вот страх неизвестного. Если вы идете на какую-то встречу, у вас нет никакой тревоги, никакого страха, то большая вероятность, что вы мимо человека проедете, потому что для вас будет все предсказуемо. Вам, вам, грубо говоря, понятно, чего делать. Вам не надо тормозиться, не надо присматриваться. Поэтому тревога перед любой встречей – это очень хорошая сила, которая дает возможность видеть другого, настраиваться на другого. Можно со мной поспорить, если кто-то не согласен. Я готов поспорить. Да, давайте, Андрей. Но мне кажется, тревога – это когда ты переживаешь результат, а если ты просто наслаждаешься процессом, то и не переживаешь результат. Ну, получится хорошо, не получится, но тоже нормально. Главное, чтобы процесс был хороший. Ты стараешься со своей стороны делать то, что как можешь, но не сильно переживаешь за результат. Ну, не получится, не получится. И тогда тревога уходит, становится спокойствие, ты, наоборот, наслаждаешься какими-то мелочами и получаешь удовольствие от самого процесса. Да, вы же сказали, процесс может быть хороший, а может быть, соответственно, нехороший. Это же могут быть, мне не нужен результат, мне нужен процесс. А процесс может сложиться не так, как я хочу. Может, да. Да. И я на это не могу повлиять. Это у меня есть ощущение, почему? Ты можешь из него выйти, из этого процесса. Да, ты можешь из него выйти, да. Но если у меня совсем нету страха, как пойдет процесс, нету тревоги, нету настроя, что может быть, что он вообще непредсказуемый процесс, то есть вероятность, что я другого человека, в уме не даю другому человеку свободу, вплоть до свободы вести себя плохо, грубо говоря. Я понимаю, о чем вы говорите, и, в общем, понимаю, что тревога, она несколько мобилизует, но вот у меня, в последнее время, вообще достаточно давно уже, я стараюсь, конечно, тревожусь, но я как раз стараюсь себя настраивать на то, чтобы спокойно, не получится. А что самое страшное может случиться? Чего я тревожусь? Что не получится? Давай ты представишь, что не получится и пойдет туда, а вдруг еще что-нибудь получится, так вообще кайфово будет. И это помогает мне как раз более спокойно воспринимать эту ситуацию, и в итоге качество, даже не качество встречи, а качество моего самочувствия, оно повышается. Поэтому Андрей, я просто могу поделиться опытом. Огромное. Да, это потрясающе. И это тоже, смотрите, то, что вам дала тревога. Она вам дала возможность разделить процесс и результат. Наверное. Возможно. Так глубоко я не задумывался. Но вы себя успокаиваете, да? Вам нужно эта мысль про то, что есть процесс, а есть результат, и не получится ничего страшного, приходит из-за того, что есть эта тревога. И она дала вам возможность развести, что результат – это не так важен, да? Что процесс имеет тоже большую ценность. А уж тем более в волонтерстве процесс встречи с человеком, он имеет большую ценность. Но это работа с тревогой. Вами проделана работа с тревогой, которая привела к такому прямо развлечению процесса и результата.
Это вот прям респект. Спасибо. Вам тоже респект. Ну что, Лен, никто не хочет больше со мной поспорить? Никто не хочет. Андрей оказался не поспорить, а дополнить. Здорово. Я еще бы хотела сказать, что иногда бывает вот этот страх, да, хорошо, когда он, не сильный, как бы, и ты можешь его контролировать, и тогда вот он помогает действительно сделать какую-то паузу. Но иногда бывают ситуации, когда слишком сильная тревога, то есть больше, чем хотелось бы. Вот, и тогда не сильно понимаешь, как этим управлять. То есть тебе хочется ясно мыслить, но ты не можешь из-за того, что у тебя вот, тревога, вот она, тебе бы хотелось ее уменьшить, но уже ее слишком, то есть она не на пользу. То есть вот есть ли какие-то, скажем, такие способы с этим поработать как-то? Есть. Вот про это расскажет Мы Лена. как раз переходим ко второму нашему блоку, когда я буду делиться, и мы сейчас прям попробуем, как совладать, когда уровень страха уже настолько сильный, и мозг захвачен эмоциями, и как бы парализует, да, что делать в этом случае. Итак, самое простое, да, то, что миллионами лет в нас сформировалась наша вегетативная нервная система, которая позволяет как раз быстро реагировать на какие-то события, то, что происходит, что называется, до автоматизма внутри нашей нервной системы, да. И вегетативная нервная система подразделяется на парасимпатический и симпатический отдел, то, что вы все знаете. И вот как раз симпатический отдел отвечает «борись» или «беги», да, и парасимпатический отдел отвечает за то, что мы отдыхаем, восстанавливаемся. И более подробно, если вы хотите, как бы мы сегодня сделали вот с Лидой уклон, мы говорим и в общем о страхах, и в том числе, в частности, точнее, именно о страхах волонтерской деятельности, с которыми волонтер вступает в контакт, сталкивается в своем волонтерском служении. А если хотите узнать более подробно про природу страха, да, то мы делали в прошлом году как раз тоже в первую волну короны, первая часть была в общем о страхах, потому что фон тревожный был очень-очень большим. Когда нас как раз посадили на карантин, да, мы первый раз с этим столкнулись, у нас ни у кого этого не было в опыте. И тогда вы можете, если хотите об этом более подробно узнать, посмотреть, чтобы я не повторялась, наш тренинг, который называется «В темной-темной комнате» на нашей странице на YouTube. Так вот, что же делать, когда то, о чем говорит Ольга, уровень страха такой, что нас это парализует. То есть мы такие обездвиженные, вообще непонятные, и нас куда-то несет. Действительно есть, кстати, то, что касается многих наших подопечных, которые находятся в системе ПНИ, ДДИ, то есть это лица с ментальными нарушениями, да, с психическими какими-то нарушениями. У них чаще всего они живут именно в режиме вот этого «беги» или «борись». Им страшно, то есть тревожный фон повышен, поэтому это важно учитывать, вступая в контакт с ними, то есть учитывать, какой тембр голоса при контакте должен быть, как лучше выстраивать с ним взаимодействие, какими материалами работать, да, чтобы не было сенсорного перенасыщения. Ну, так или иначе, это я буду говорить еще непосредственно про театральную деятельность и объясню именно, почему буду говорить про театр, так или иначе. Так вот, что сделать? Вот давайте с вами
попробуем следующее. Сделайте вдох и задержите его, как будто вы испугались. И прислушайтесь к своим ощущениям, которые внутри вас, когда вы именно задерживаете дыхание на вдохе. Что хочется сделать? Вы вообще в этот момент есть или вас нет? Я не совсем понимаю. Делать вдох и задержать дыхание. Хочется выдохнуть скорее. Ага, хочется выдохнуть. Так вот, еще кто-то хочет поделиться? Ну, да, Только- хочу выдохнуть. Ага. Да, Только в Андрей? этот момент ты и есть, осознаешь себя. Ага, когда задаешь себе этот вопрос. Ну да, вы так это Ага, неожиданный ход сделали. ага. И самое интересное, что когда мы пугаемся, то есть когда то, о чем говорила Ольга, эмоции захватывают нас, мы забываем делать выдох. Мы в таком состоянии, мы как бы дышим, но мы в этот момент не в ладу с собой. Так вот, чтобы выйти как раз в состояние, когда страх продолжается, но можно что-то вот себя хотя бы спросить, а где я, что я чувствую, надо сделать выдох. То есть если мы чувствуем, что мы что-то потеряли ориентацию, мы не знаем, что, и мы начинаем вот это вот бояться и накручивать, самое главное сделать выдох. Когда ребенок появляется на этот свет, он кричит, он выдыхает. Он выдыхает вот эту реакцию с криком и открывает глаза, да, обнаруживает, что, где он находится. То есть первое, чтобы переключиться, когда запустилась симпатическая система внутри нас, сердцебиение учащенное, у нас начинает живот болеть, нас начинает прихватывать, и мы не знаем вообще, что это за страх, нам идти к подопечному или нет. Важно выровнять дыхание, сделать выдох. Что дальше хочется отметить? У нас, когда страхи, у нас так называемые срабатывают определенные паттерны, да? Или иначе у нас нейронные связи уже выстроены. Вот если мы обожглись в свое время, да, обо что-то, у нас в памяти это остается. То есть, если это огонь, это можно обжечься. И я буду уже не бояться этого огня, да, потому что я знаю, что лучше туда пальцы не сувать. Это как раз вот эта пауза, о которой говорила Лида, польза страха. Мы можем себя остановить на каком-то этапе и, о себе побеспокоиться. Если мы рядом с маленьким ребенком, то мы о себе побеспокоимся и о нем побеспокоимся. Так вот, есть еще интересная такая версия. Вот все знают, что привычка формируется в среднем 21 день. Сейчас, говорят, эти данные не совсем точны, и в среднем это 66 дней формирования привычки. Так вот, привычка бояться, вот о чем, может быть, вы, Ксения, как раз говорили, она тоже формируется. Если мы еще с собой не встречаемся, и в основном, как еще страх происходит, если мы говорим вообще о страхе, не только о волонтерстве, с которыми мы встречаемся в нашем служении. Если мы очень-очень-очень-очень далеко начинаем думать вперед, мозг наш не имеет опыта, что там было, и у нас начинается такая тревога. И вот есть тревожные люди, мы не будем рассматривать, по каким причинам, это целая большая тема, она может быть разная, и мы сейчас не про терапию, но как себе помочь? Первая техника, можно посмотреть, опять же, в том тренинге, вот на который Саша Сошникова дала ссылку, спасибо ей большое за это, там была когнитивно-поведенческая техника, которую можно использовать, как разбираться со своим страхом. Вот можете посмотреть, кстати, Ксения, там как раз такая структурированная схема, как вы задаете вопросы,
грубо говоря, что я могу с этим, да, я боюсь, и что мне с этим сейчас делать, и могу ли я с этим что-то сделать. А сейчас я буду говорить немножко о другом. Еще есть такая интересная техника, как если вы сформировали уже то, что вы думаете все время за будущее, о котором у вас нет опыта, и вы там боитесь. Если вы уже знаете, что идя далеко вперед, вы начинаете бояться в своей голове, да? А что будет, если то-то произойдет, а что будет это, а вот я туда пойду, то вы меняете свою привычку. Да-да-да. Вы меняете свою привычку. Вы знаете, что вот туда, если пойдете мысленно, вам будет ой как страшно, и у вас будет сжиматься мышечный корсет, и будет очень плохо. И вообще это состояние страха, оно достаточно токсичное. Даже если вы не боитесь, то в вашем поле его могут улавливать, все равно чувствовать, ой, что-то как-то вот неуютно становится, неприятно. Вот детки маленькие, грудные, они прям чувствуют, когда мама боится. Так вот, что же делать? Если в среднем привычка формируется 66 дней, попробуйте 66 дней. Для кого-то это может быть больший период, для кого-то меньший. Для каждой привычки свой период. Например, бросить курить за 66 дней очень сложно, сорваться можно быстро. Например, начать приседать, можно и за 14 дней, да, привычку эту сформировать. Так вот, мы сейчас про страх. Если вы знаете, что туда, ой-ой, мне сейчас будет плохо, не надо туда. Зная это, говорите себе, так, стоп, минуточку, я еще не там, не знаю, что будет, я пойду другим путем. И начинайте себе рассказывать новый нарратив, как вы пойдете туда-то и как будет там хорошо. Ну, грубо, вы боитесь летать, да, на самолете. Представляете себе, не то, как вы сядете в самолет, и вам будет очень страшно, и что самолет обязательно упадет. Есть такая шутка циничная, что ну что бояться-то, ни один самолет еще в небе не остался. Так вот, а вы проецируете, как вы прилетите в замечательный город, куда вы там хотите, как вы встретите там своих друзей, или что с вами будет происходить там хорошего, ну представлять надо на эмоциональном уровне. То есть переживая эмоционально, как вы переживали в свое время, кошмаря себя, переживая страх, да, здесь вы переживаете как раз положительный опыт на чувственном уровне. Как будет здорово, если вы придете к своему подопечному, он вас встретит, и что вы будете с ним делать. И вот эту мысленную жвачку вы превращаете уже в другую и переживаете это на чувственном опыте. 66 дней. Говорят, доказано. Проверьте. А вот если, скажем, негативный опыт растянут на очень длительный срок, то что тогда? Ну, вот утверждение, что сколько бы он ни был растянут, 66 дней по борьбе с страхом, может быть, чуть больше, вы будете себя перепрограммировать. Так называемая вот эта картиночка, да, которую я показывала вам, как реки, да, наши нейронные связи, которые формируются, так вы будете перепрограммировать свои нейронные связи. Это как реки. Мы можем думать все время о плохом, и они станут такие полноводные и могут все затопить вокруг собой. А можем себя перепрограммировать. Если вы знаете, что то мышление, которое вам свойственно, вам плохо от него, да, если даже соматика запускается, то попробуйте думать иначе. Не как будет плохо, а как будет хорошо. И обязательно переживая, повторюсь, на чувственном уровне, пропуская через себя. Итак, вот если подвести итог, мы присваиваем опыт, да, себе или создаем его. Что значит создаем, я вам сказала, что значит присваиваем? У вас так или иначе был положительный опыт. Если в какой-то ситуации похожей вы один раз испугались, например, да, я не говорю, вот что такое ПТСР, да, посттравматический синдром, это когда вы реально пережили какой-то ужас, да, вы пережили травму.
Я сейчас не об этом. А у вас был некий отрицательный опыт, но обязательно похожая ситуация была с положительным опытом. Можно вспомнить этот положительный опыт, когда вы справились с каким-то страхом, вышли из какой-то сложной ситуации. Но если вдруг, бывает такая жизнь, реально, что невозможно вспомнить ни мышонка, ни лягушонка, которого там спасли или который вам помог, бывает такая жизнь, то мы создаем его, мы создаем и этот положительный опыт. И немножечко про наши гормоны счастья, кратенько. Я не говорила в том тренинге, но очень так быстро, потому что как раз нам не хватило времени в прошлый раз. Наши гормоны счастья, когда мы их можем испытывать, да, и они нам дают как раз вот эту устойчивость дополнительную, когда, как Андрей говорил, а я могу себя спросить, вот вроде тревога есть, но у меня есть время себя спросить, оттормозить, а чего я, собственно, боюсь? Это может быть так и так и так, и ничего страшного в этом нет. Так вот, наши гормоны счастья, например, серотонин, он вырабатывается в нашем замечательном служении, волонтерстве. То есть, когда мы знаем, что мы кому-то можем помочь, да, это здорово подкрепляет и идет выработка серотонина. Дофамин, когда мы достигаем каких-то своих целей, мы ставим их и достигаем. Поставьте себе цель, вот, Ксения, например, за 66 дней попробовать думать иначе и мыслить иначе. Окситоцин вырабатывается, когда мы обнимаемся, да, когда мы обнимаемся со своими подопечными, со своими близкими, вот этот телесный контакт очень важен. Ну, эндорфины, когда мы занимаемся физикой, причем не просто физикой, почему очень важны растяжки. Растягивать не обязательно себя на шпагат, можно различные техники использовать. Вот мы как раз будем подкрепляться. Ты скажи, что занятие физикой – это не размышления о физических свойствах вещества. Ну, знаешь, сидя на шпагате, можно подумать и о том, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, почему бы нет, сразу удовлетвориться несколько потребностей. Итак, почему сегодня вот зашла речь, у нас такая с Лидой идея? Ну, во-первых, через театр можно много что прожить, а во-вторых, все-таки такое сейчас время, когда, к сожалению, со своими подопечными мы не можем со многими в режиме очного общения. А нам и им это очень важно. Так вот, как не бояться нам онлайн-пространства для общения с нашими подопечными? Если технически вы с социальным учреждением все утрясли, там есть экраны, там есть ноуты, кто может обеспечить эту связь, и вы выходите также на Zoom, как мы сегодня с вами вошли, вы можете показывать и рассказывать различные истории через театральные какие-то формы. И эти формы многообразны. У них есть ряд своих правил и нюансов, которые следует учитывать. Да, вы можете показать какую-то театральную постановку к празднику, например, если вы готовите праздник, если вы готовите поздравления именинников, вы можете это показывать как самостоятельное какое-то действие, рассказывая какую-то сказку. Это может быть как просто форма взаимодействия как раз первого контакта через игрушку, я сейчас покажу. Это можно использовать и как мастер-класс для изготовления игрушки и костюма, и потом использование это в неком театральном общем пространстве. Итак, ну, самое распространенное теневой театр. Теневой театр я вам сейчас продемонстрирую. Так, вот смотрите, я погасила свет.
Остановлю пока демонстрацию. Видите, как все страшненько. А сейчас я включу Черный комнате. светочку. И можно уже рассказывать сказку при таком освещении. И это совсем другое восприятие. И хочется сразу замедлиться и сделать более тихий, завораживающий голос. Для детей, например, с гиперактивностью вы сразу привлечете внимание. И это будет интересно. А еще вы можете сделать такую же подсветку, поставить пергамент и просто показывать теневой театр. Дальше, если позволяют средства, а волонтеры, вот я собеседую в Даниловцах новых волонтеров, принимая их, они сейчас приходят с огромным кладезем идей, и есть профессионалы, например, по песочной анимации. У них есть дома даже оборудование, они показывают на столе, вот как было на демонстрации экрана, сейчас я опять ее подключу, вы увидите. Вот именно вот это, видите, просто здесь групповая анимация, а они направляют оборудование на песочный стол с подсветкой и показывают прям в живом времени, да, в реальном времени, они показывают смену, что происходит. Можно задавать в этот момент детям, ну или взрослым, там из ТНИ, в больнице, вопрос, а что сейчас происходит, кто появляется? Они там говорят, ежик, да, и можно песком нарисовать сразу ежика, и вот некий сюжет, который будет рождаться интерактивно. Конечно, если вы готовитесь к онлайн-пространству и взаимодействию с подопечным, следует обязательно подготавливаться. Вот чтобы вам это продемонстрировать, я подключилась на час раньше, посмотрела, как это все играет. И то, что я хотела сначала поставить домики, включить их, ну и как бы у меня было такое представление, что вокруг них разыграть некий сюжет. Но вот это дело не прошло. С моей чувствительностью камеры не получилось. Домики, вот я их вижу прекрасно, они у меня такие красивые, а у вас это просто такой, ну, какой-то общий фон, да, и нет вот этого завораживающего эффекта, который я вижу. Дальше, что вы можете делать? Поэтому готовить к онлайн-пространству обязательно надо репетировать со своей волонтерской группы. То есть просто так вот вы задумали какой-то мастер-класс, как обычно приходим, да, начинаем там все импровизировать, вот оно не прокатывает. С театральной деятельностью и с взаимодействием тех же даже мастер-классов со своими подопечными в онлайн-пространстве через Zoom надо обязательно репетировать хотя бы заранее, там, за день, минут на 15, пробовать раньше схемы. Вот я, например, чтобы вам показать вот этого замечательного песика, чтобы вам было видно, я сделала такую подставку, видите, а иначе и мне надо обязательно наклонить экран, либо поднимать выше книги. Вот это тоже все. Для сказок, да, вон там ножницы, сейчас мы попробуем, появились. Вот у меня такой песик, он появляется, когда вы рассказываете сказку на столе, да, театр на столе вы делаете. Эй, ну где-то там ножницы, которые... Ой, а это кто? Привет. Привет. Там тоже песик. И еще кто-то. Как интересно. Нет, это не песик. Это лопатка. О, ножницы, они живут где-то в снежном, что они выстраивают? Может быть, это будет для меня конура. То есть, может быть, некий... Спасибо и Ксении, и Лидии. То есть, это может быть некий интерактив, который рождается, ну, чтобы привлечь... Привет, взаимодействие детей, да, привлечь их внимание, это должен быть отрепетированный сюжет. По сюжетам, что я хочу сказать, берите обязательно, если у вас детки с нарушениями, да, с ментальными нарушениями, с трудностью распознавания речи, например, берите обязательно сюжеты короткие, ясные, прописанные, ритмически, да, и обязательно, чтобы там была цикличность. То, что повторяется несколько раз, это привлекает внимание ребенка, внимание взрослого с ментальными нарушениями,
потому что это придает, первое, значимость, да, и значит для него в этом что-то важно. 33 богатыря ходили через лес, через горы, через поля, пришли. То есть вот эта вот цикличность очень важна. Если Третий раз закинул. Да, если чувствуете, что ребенок уплывает или по ту сторону какой-то контакт, привлекайте внимание там, раз, хлопок, да, или и сказал он громким голосом, да, вы привлекаете как-то внимание, ну, вы свою аудиторию знаете лучше. Очень хорошо вот эти блуждалки, если у вас кто-то передвигается по пространству, которое вы делаете, круговые, открытие, закрытие дверей, вот это очень важно. Вспоминайте сразу, как службы проходят храмовые, да, это все сделано не просто так, вот вход, выход, открывание, закрывание и так далее. Хорошо, если у вас есть какая-то ширма, да, открывается дверь, открывается занавес, закрывается занавес, то есть создается некое таинство. Дальше, что я еще хотела вам сказать, ну мы же про страхи, да, если вы знаете, что там дети, ну, особые, скажем, да, тогда, когда, но про страхи они тоже очень любят, но они боятся, то, например, сделать вот так, чудище, вы можете их напугать. Поэтому ваше лицо должно быть обязательно в экране, когда вы с ними взаимодействуете, то есть вы можете даже сказать, это я говорю им все равно будет это интересно. И не одевайте маски, когда вы с такими детьми, которые с особенностями развития, да, ментальными, потому что маска, все, это может напугать. Но вы можете одевать, например, сюда маска вот здесь. То есть ваше лицо остается, а здесь изображение зайчика или кого-то. И когда вы делаете простой сюжет, вы можете подключать интерактив. Дети это очень любят. Ну, например, с теневым театром лучше вот сохранять вот это завораживающее такое действие, а когда вы делаете, например, какую-то сказку, разыгрываете сюжет, либо у вас волонтерская группа, либо вы одни. Да, кстати, рекомендую делать сюжеты с рассказчиком. То есть один отвечает за движение, либо все двигаются и говорят, либо один отвечает за движение, а другой, кто-то, ваш помощник, озвучивает. Тогда вы будете не теряться, потому что если практика маленькая, тогда вы увлекаетесь либо речью и забываете, что фигурку надо перемещать, либо наоборот, вы передвигаете и забываете текст, теряете. Здорово, когда будет история с рассказчиком. И вообще театр на столе очень привлекает внимание именно детей вот, с особенностями развития. Дальше, когда вы готовитесь, пробуйте, потому что, например, ну вот смотрите, явно игрушка большевата, да, даже если бы я была на целый экран, а не как сейчас, да, плитками, ну, как-то она вот теряется и непонятно вообще, что происходит. А если вы возьмете игрушку поменьше, то уже здесь можно что-то показывать. О, привет, Котофей, ты там в театре выступаешь или это Мишка? А, это Мишка, привет, привет. Ой, как здесь всех много, ой, как интересно. Ой, что-то мне страшненько. Я здесь посижу. Ой. И пробуйте, чтобы игрушка была живой, да, в ваших руках. Ой, какой большой, я тебя боюсь, ой, какой кот, я такой маленький, в шляпе. И еще на что бы я обратила ваше внимание, когда вы показываете, используйте интерактив. Это вот про сказки на столе, да. Вот такой. Можно? Про трикстеры. Это очень интересно. Трикстер, кстати, для детей с особенностями развития, они их очень любят. И для лиц в ПНИ тоже, в психоневрологических интернатах. Ну, трикстер – это антигерой, да,
У нас это в России, на Руси было именно театр «Вертеп» с использованием петрушки, да, и несмотря на то, что он кажется, но чтобы его показывать, надо обязательно использовать правила вертепного театра и трикстеров, потому что там, например, этот голос, да, внутренний чревовещателя, потом там четкая ритмика, отбивание палками, например, почему там все время палки, удары и так далее. Это создает ритм, а ритм детей структурирует, и они чувствуют себя в большей безопасности. Кстати, когда чувствуете, что ваши подопечные очень разволновались, у них какая-то тревога, вот это чувство ритма, попросите их похлопать, да, только они могут хлопать все вместе, а вы хлопаете один, потому что у зума есть такое свойство. Если мы сейчас с вами одновременно все начнем хлопать, тогда нас просто отрубится звук, да, на какое-то длительное, может быть, время, а может вообще отвалиться связь, нас может выбросить. То есть как бы зум не любит, когда одновременно начинают разговаривать, соответственно, звуки какие-то издавать, совместное коллективное пение из-за этого не получается. Если дети поют, кто-то один по другую сторону экрана там играет, поет. То есть вот эти нюансы важно очень знать для интерактивного пространства. Что помогает трикстер? Трикстер помогает справляться со своими эмоциями. То есть он тренирует эмоционально-волевую сферу. Как с этими справляться? На вот этих простых сюжетах, когда он борется со смертью, когда он борется с какими-то, с полицейским, вот это все очень помогает и очень эффективно в работе с детьми. Можно включить в показ и работы с нашими подопечными, например, изготовление сначала героев, а потом их использовать и показывать. Это могут быть герои из обычных стаканчиков. Если там есть воспитатель, с которым у вас хороший контакт, который может наладить, подготовить. Это может быть герой на ложке, там зайчика сделать. Мы можем сделать зайчика, потом сейчас я покажу, как раз заканчивая интерактивом. Это могут быть обычные простые декорации, да, которые вы используете. То есть вам надо над компьютером, над монитором сделать некий подиум, на котором вы будете это расставлять для привлечения внимания. И в завершении, что я хочу сказать, не бойтесь использовать интерактив. То есть, например, вы можете сюжет, если детки, например, больничные, то есть они, ну, как бы с интеллектом все в порядке, вы можете с ними сочинить некий сюжет и разыграть его хоть вот так. Привет. Ты кто? Ну, я вот такой вот уклончивый, непонятный. А я вас сейчас всех съем, да? Детям можно задавать вопросы. А вы же знаете, как их зовут? Там Света, Ваня. А где у Светы носик? Света трогает носик. Если это в сюжете можно включить. А где у Вани волосики? А вот они, волосики, мы потрогаем. Можно их привлекать внимание тем, что, а куда мы сейчас пойдем, а что мы будем сейчас делать. И не бойтесь, и театр можно делать, и очень интересные будут мероприятия. А почему это важно? Потому что даже на карантине, и особенно на карантине, у наших подопечных снижается социальная активность, так называемое снижение идет развития социального интеллекта, потому что общение сводится к минимуму, а смотреть мультфильм одному в планшете – это одно дело, но нет социального переживания. А когда мы переживаем сказку и какое-то культурное действие совместно, мы переживаем, мы видим, как переживает сосед, как он включается, и это совсем-совсем другая история. Лида, а куда мы идем дальше? Ну, предлагаем отправиться в путешествие, сочинить собственную сказку и встретиться с страшными, ужасными страхами.
Мы же обещали самое страшное путешествие. А какие у нас будут страхи? Те, которые мы барали в начале? Я думаю, что да. Я думаю, что каждый участник может выбрать себе самый симпатичный или самый сильный, или самый ужасный страх. Давайте Лена, накидаем Мы несколько будем с тобой страхов. волонтерами, правильно? Да, мы будем волонтерами. Мы сейчас вам покажем еще одну из форм, которую можно использовать в работе с нашими подопечными через Zoom. Андрей уже попробовал это сделать. Вот. Мы тогда подключаем интерактивную песочницу. А вы пока подумайте, посмотрите в чате все страхи, которые мы называли. Может быть, придет сейчас что-то другое. Хотелось бы не уходить пока в страхи такие глобальные, да, какие-то экзистенциальные наши, потому что время все-таки очень ограничено. Давайте поисследуем то, с чего начинали, про наши волонтерские страхи, как с ними обходиться. Можете озвучить, а можете написать в чате. А у меня Смотрите, вы выбираете один страх свой, волонтерский, либо из опыта, либо тревогу, либо, может быть, не ваш, но вы хотели бы его изучить, и выбираете к нему, подбираете к нему и говорите, вот мой страх такой-то, а можете пока даже не озвучивать, я даю такую инструкцию, а выбираете картинку, образ, который соответствует этому страху. И когда мы с Лидой будем продвигаться по пространству песочницы, если мы подходим к вашему страху, то вы говорите, это мой, стоп, я тебя не пропускаю. И мы с Лидой пробуем найти антистрах. И когда у вас такой появится ага-эффект, то есть вы скажете, точно, это мне подходит, этим можно как антидотом воспользоваться против моего страха. И вы пропускаете, вы говорите, проход открыт, и мы идем дальше. Теперь нам надо выбрать, откуда и куда мы идем. Я думаю, что мы идем отсюда. Я думаю, что сначала нам надо выбрать себя. Лена, мы с тобой какие будем? Ой, хочется вспомнить, каким я была волонтером и координатором. А картинки только так пролистываются, да? Да, я буду пролистывать все до конца. Вот у нас есть герои. Герои, так. Животные. Нет. А мы потом еще покажем. Все покажем. Так, я буду Пегасом. Так, жили-были маленький Пегас, ну тогда и небольшой единорог. Ух ты. Вот они так вдвоем идут навстречу своему подопечному. К кому мы идем, уважаемый Пегас? Мы идем к подопечному. А вот там эльфик какой-то есть загадочный. А какого цвета? А вот он зелененький с крылышками. Этот? Да, этот. Вот, мы идем к феечке. Маленькая феечка нас ждет. Сидит, наверное, в заточении. И мы будем встречать разных страшных, ужасных героев. Смотрите, я прокручиваю картинку. Как только вы видите кого-то, кто прям вот похож на ваш страх, вы говорите «стоп», называете его, и я его ставлю на наше поле. Давайте прям по очереди. Вот Ксения готова? Да, я уже вижу страх, который вот, ну, похож очень. Страх не идеально провести работу. Мне кажется, это похоже на Минотавра. Вот у меня то же самое. Я узнала. Так. Будет первым. Мы по очереди, по такой очереди. Кто первый увидит свою картинку, тот кричит «стоп». И я ставлю, потому что картинок много. Вы смотрите. Давайте еще нам страхов надо. Смотрите, какие.
Ой, какой кошмар. Ну, у кого похож? Он как милейшее привидение. О, и еще робот еще очень похож, зелененький. Можно сразу два героя выбрать? Или Можно, только- можно. И вот еще зеленый робот тоже. Так, Очень похож. А Так. зеленый робот это кто? А, ну потом озвучишь, хорошо. Когда мы будем подходить, скажешь. Но думаю, страх сделать первый шаг очень похоже. ага, А. хорошо. Точно. Так, Еще. Ой, мой страх. У меня дракон. 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 Так. А там Накаляется. Пусть будет русалка. Так, А там русалка. несколько драконов было. Да? Мгм. То? Можно выбрать несколько драконов. У каждого Нет, там каждый было будет. несколько дракончиков. Мне красненький понравился. Мой страх похож на него, на красного дракончика такого. А вот у нас уже красный дракончик-то занят, А, Андрей. Ой, прости. Да. Ладно. Я Дальше. могу половину Я половину. отпилить. Вы смотрите, тут есть еще вот всякие такие. Ну уж нет. Вот Черепушка там была какая-то. черепушка Так, была сейчас. черепушка была. Так, вот. Так. О, Черепушка это что? Еще котел вот этот большой. большой котел. Рядом с черепушкой или это отдельно? Отдельно, да. Ну, котел это Отдельно. да. Страх навредить подопечному. Ого-го. Так, Ой-ой-ой. да. Так. А напомните, а как называется программа, в которой мы сейчас сказку делаем? Виртуальная Лида, песочница. а потом сможешь Я ссылочку скину дать? ссылочку, да. Ага. Мгм. Так. Интерактивная песочница называется. Лида ссылку потом даст. Есть всякие дикие звери. Так, значит, у нас дракон, русалка, робот. Крокодильчики, лягушечки, акульчики, рак, змея, скорпион. Сколько сейчас у нас страхов? 4, да? Раз, два, три, четыре, Ой, пять, шесть. нет. А, Хватит? я бы больше не увлекалась, иначе мы не успеем. Испугалась. Пойдут вторые сутки, я так чувствую. Думаешь, не дойдем? А где же Боюсь, что мы вампиры? сегодня тогда наших волонтеров подопечных не увидим. Так, Лида, Да. я попробовала передвигать, получится только тебе передвигать. я, наверное, могу сделать вот так вот. Передавать тебе управление. Теперь ты можешь двигать, а я не могу. Ага, хорошо. И ты можешь передавать управление кому-нибудь еще. Да, значит, так. А как? Передать дистанционное управление, это, да? Да, да. Ага, хорошо. Так, И- Так, вышли. что? Пойдем? Пойдем, нас ждет наша феечка. Пошли? Пошли. Отправляемся. Путь. Давай, догоняй. Я же не могу, только ты меня можешь. Да, Ой. у меня почему-то еще я уменьшилась в пути. Ой, я не могу, когда ты такая маленькая. Тут кто-то ужасный стоит. Ой-ой-ой. Увеличь меня, пожалуйста, друг. М. Вот. Ой, спасибо тебе. Зато ты теперь можешь посмотреть. Мамочка, что это такое? Как нам его пройти? Кто это? Уважаемый. Эй, Здравия желаю. Здравствуйте. м, А можно мы пройдем? Нам очень надо. нас подопечный ждет. Нет, нельзя. А ты кто? Я страх не идеальной работы. Ой, Ой, ты боишься неидеальной работы?
Пегас, а у меня все время что-то криво получается. Криво получается. А Ну я да. даже не знаю, как у меня получается. Я так боюсь, что даже не начинаю пробовать. Ой, Я все время откладываю и откладываю. может, не пойдем, а? Что же, возвращаться? А феечка-то ждет. Ждет. Ой. А между прочим, нашей феечке все равно. Она ждет нас, а не идеальную работу. Да неужели? Да, мы ей дороже, чем идеальная работа. Можно мы пройдем, если мы, как единорог говорит, что феечки важны именно мы, а не идеальная работа. Возможно. Вы нас пропускаете? Пропущу. Но дальше вам попадется еще более ужасное создание, чем я. Ой-ой-ой. Ой. Ну это мы еще посмотрим. Я что-то мы тебе- осмелела. А мы тебе потом подарим дневник с 3 тройками. Какой ужас! А! И на каждой тройке написано «удовлетворительно». И ты будешь учиться удовлетворяться тройкой. И получать удовлетворение. Ой, Ой, я на вас обиделся. он, кажется, уменьшается. Ну что, пошли дальше. Убирай его, этот страх, мы его прошли. А Убирай. может, он с нами пойдет? Страх не Ой. идеально работает. Пойдешь с Нет, нами? вы дальше без меня идите. Мне и так хорошо. Не пойдешь? Не Ну пойду. ладно. Ой, Это Ой. кто это? Ой-ой-ой. ой. Ой. Слушай, Ой. давай подальше. Там еще пламя может какое-то такое выходить. Я знаю. Ой, сейчас мои крылышки все опалятся. Кто Ты кто? Ой, мама, он Молчит. растет. И молчит. Чем больше я его боюсь, тем больше он растет. А чем больше он молчит, тем больше я его боюсь. Ты Я могу чей? навредить, Ой, Ой, он говорит. но не специально. А как ты можешь навредить? А я когда дышу, у меня иногда огонь. Когда увлекаюсь, огонь появляется. А ты что за страх такой? навредить. Страх навредить. Навредить. Не специально. Навредить не специально. Ой, я А ты тоже можешь- боюсь навредить не специально. А ты Это можешь же- предупреждать, прежде чем огонь изрыгать. Ты понимаешь, когда он у тебя изрыгается? Ты можешь сказать: ой, сейчас рыгну огнем. Мы тогда отскочим. Это быть предсказуемым, значит. Ну, он скажет: сейчас будет огонь. Мы отпрыгнем, он, а мы снова рядом. Точно. Если, дракончик, ты знаешь, что от огня может кому-то быть плохо, и ты почувствуешь, что он у тебя вырывается, ты можешь дать сигнал, что ой-ой-ой, кажется, Не он подходи. приближается. Хорошо, я попробую. Ага. Ой, Ой, значит, мы можем проходить? Я подумаю. А Ага, сколько он же ты такой. будешь думать? Ладно, приходите. Я на всякий случай отошла подальше, а то вдруг он додумается. Да, и получится совсем другое. А хочешь ли, дракончик, идти с нами? Пойдем. Нас стало больше. Дракончик, а ты можешь специально огнем дыхнуть, когда надо? Конечно, могу. О, Это нам пригодится в пути. это нам пригодится. Ну что, идем дальше? Нет, не так, вот так. О, какая-то девица. А Без красиво. ног. Дракончик, ты Я воды не волшебная русалка. Волшебная русалка. Русалка, а ты чей страх?
Я страх привязаться. Привязаться. Да вот это такая холодная и мокрая. Ой, Мгм. Читаю. мокрая и Когда я холодная. специально привязываюсь, запираюсь с собой на дно океана. Да. М. Что-то Что мне же страшно. можно предложить? Это мне страшно. Если Как же- она привяжется ко мне, я же не смогу потом с ней расстаться, Да. А она И такая мне- красивая. и мне будет очень больно. И как На же? диспут я ходила вместе с вами. А ты знаешь, она такая красивая, что, может быть, пусть будет больно, зато я в жизни русалку видела. А, то Можно есть мне купить можно... большой аквариум и носить меня с собой в аквариуме. То есть Ой, ты всегда была с собой. то есть ты можно, получается, единорожек рискнуть, попробовать. И, может быть, и будет больно. Зато мы, правда, видели русалку и общались с ней. Она предлагает нам брать ее всегда с собой Всегда с собой в аквариуме. в аквариуме. Это, наверное, тяжело. А потом я чего-то против засаживания русалок в аквариуме. Мне кажется, они должны быть свободные. Да. Русалка, а ты сама-то можешь рискнуть, что нам будет больно при расставании, но хорошо с тобой? Если только обещаете вернуться. А я вас тут в море подожду. Да, мы будем к тебе приходить, общаться, а потом расставаться. И ты будешь уплывать. Мы будем грустить, но ждать следующей встречи. А тебе Я можно будет согласна. письма писать? Пока они под водой мокнут. А мы будем делать кораблики из писем и пускать по воде, море, по волнам. Тогда получится. Или в бутылку лучше бутылочку. класть. Наверное, в бутылку. Единорожек, они же могут размокнуть, и русалка так и не получит от нас письмо. Точно. В А бутылку. давайте. Будем класть в бутылку тебе письма, когда соскучимся. Тогда мы можем пройти дальше? Можете, только возвращайтесь. Хорошо. До встречи, русалка. Пока. Пока. Да. Давай, дракончик, ты пойдешь первым. Дракон, иди первым. Иду. Сможешь? Ура. О, а то тут как-то... Ай, идет. Давайте я его подожгу сразу. Ой, Сразу, не железная. думая. Ой, он и растет, ой, растет. А если он в жароплавке? Он что-то говорит непонятное. Ой, Понятно, я же говорю. что? Я с вами говорю. Ты что за страх-то такой? Я страх сделать первый шаг. Ой, первый шаг это мне знакомо, хотя я уже вон сколько прошел. Ты, Так, наверное, всегда стоишь на этом месте, да? Так тебе страшно делать первый шаг. Эх, да, к сожалению, это так. Врос уже в землю. Посмотри, у него уже вон копыта в землю вросли. Ага. Видишь, вон. Хочется ему как-то помочь, а может, ему и не нужна помощь. А может быть, на тебя дракон дыхнет жарким пламенем? Сразу Тебе побежишь. придется убежать. Как же я убегу? У меня же ноги расплавятся. Он тебе сделает предупреждение. Он скажет, я считаю до 10, и потом я готов, например, выпустить огонь. Ты убежишь? Хорошо, только не слишком сильно, чтобы я не был копченым. Ага, значит, ты все-таки, когда боишься, можешь убегать.
когда предупрежден? Да, могу. Ага, а в каком направлении ты тогда побежишь? Ну, наверное, вперед. А ты можешь тогда бежать впереди нас? Готов ли ты с нами идти? Мы идем к нашему подопечному, к Эльфику. Да, готов. О, Так, и так, если ты так. увидишь какой-то страх, препятствие, ты тогда нам сигнализируй, мы будем предупреждены. Так точно. Здорово. Ну давай, дракончик, пугай его, а то он же не побежит впереди. 1, 2, 10. Очень действенный, между прочим, способ. За секундочку забыть о себе, чего-то испугаться другого, и сразу делается первый шаг. О, а это еще кто такой? А это страх, что никто не придет. Правда, похоже на смерть. Нет контакта, и тогда нет смысла вообще никакого. Всего он того, нас что видит? я делаю. Он нас Вижу, видит. конечно. Да. А так мы же пришли. Ну а вдруг из подопечных никто не придет? Зачем вы туда идете? Вот вы туда придете, а там никому вы не нужны, никто и не придет навстречу с вами. Ой, Вот ты это знаешь. Ты же там еще не был. кстати, да. Ну, не был, но... А вдруг? А вдруг? Вот именно что. А вдруг? А вдруг это вдруг не произойдет? А вдруг произойдет? А вдруг нет? Но это же страшно думать, что вдруг произойдет. А вдруг нет? А мне очень страшно. Правда, я мы буду столько очень идем, а эльфики там не будет. А я буду грустить. Я приду, а там никого. Да, может быть, их заберут куда-нибудь там на обследование. Мы Ой-ой-ой. готовились. Такое бывает, у меня такое было уже, правда. Что же делать? Ой, девочки, не распускайтесь вы так. Давайте обратно пойдем. Мы половину пути прошли. Нельзя просто так поворачиваться назад. Нет, ну ты представь себе, ты приходишь, а там никого нету. Ну, займешь себя чем-нибудь другим полезным. А чем можно заняться полезным в этой ситуации? Вот мы пришли, мы ждали встречи, мы прошли долгий путь, мы готовились, а нашей феи нету. И нас никто Ну, не... ты можешь сделать и подарочек, и оставить записочку. Ага, Мы это можем хорошая идея. оставить. Мы можем оставить, правда, записочку. записочку и подарочек. Это Да, будет- хорошая, пожалуй, идея. Да. Тогда она о нас вспомнит и снова нас пригласит. И тогда мы уже сможем встретиться. И мы тогда не зря же пришли, мы можем, правда, что-то придумать, написать коллективно. Да. Мы можем рассказать ей сказку о том, как мы к ней шли Точно. и с кем мы встречались, Ну да, точно. и как мы ее ждали, и как мы рады, Точно, что она да. есть на свете. Мы это можем все ей нарисовать и оставить. Нарисовать и оставить. Здорово, здорово. мне нравится. Ну вот, Самое а мы- главное, чтобы страху нравилось. О, Да, очень нравится. А можно я с вами пойду? Можно! а можно только Ура. ты пойдешь последним, а то ты очень страшный. Ну да, конечно. А то вдруг она увидит тебя и испугается. А как ты Она пойдешь? Можно не меня поймет. маленьким сделать? А я готова даже тебя вести на себе. Можешь на меня сесть. О, спасибо. Класс. Мне нравится. Отлично. Итак, Последний. что же там за горшочек такой? Ой, зря вы пришли, зря. Очень-очень зря. Не стоит, совершенно не стоит. Вот придете вы сейчас,
Скажете что-нибудь не то вашей феечке, она на вас обидится, будет переживать. Вообще смысла никакого нет. Отравите ее только, и все. Ой, За страх такой. Вот так можете навредить ей, понимаете? сделай Обидеть что-то её, не так, разозлить. да? М, Ну, вообще-то она такая хрупкая. А у меня такие Да-да, были вот опыты. именно. И достаточно маленькой дозы, и все. Навредить-то ей, конечно, можно просто. А может Да-да, быть, вот, она увидит нас и испугается просто даже от вида нашего страшного и ужасного. конечно, конечно, это тоже может быть. М, Так что разворачивайтесь-ка вы восвояси. А если мы будем Ой. приближаться медленно, говорить аккуратно, молчать, делать большие паузы? Ой, если мы будем молчать и делать паузы и смотреть на нее, мы же не можем ее сразу, так вот прямо сразу обидеть и навсегда. Ну, вообще, если совсем маленькая доза, ядом может даже и не сработать. Мой яд. А мы Да. еще умеем предупреждать. Ага, это вот этот ваш Вот этот наш дракон, понимаешь Да. ли? умеет Да. предупреждать. Ну, Я считаю до 10. а я и так киплю, меня не испугаешь. Горшочек не вари. Ладно, столько вы прошли. Не надо никого травить, все, идите. Ой. Идите вперед. То есть А нам если надо мы- быть просто немножко медленнее, чем обычно, и прислушиваться, и спрашивать, и предупреждать. Да, будьте поосторожнее. Ой. А если горшочек сейчас уберется, то это все будет на нашу личную ответственность теперь. Получается так. Вот он уйдет, а теперь все, что мы сделаем, это будет на нашу личную ответственность. Мгм. Слушай, ну ты Да. вообще в жизни-то ошибался? Ой, каждый день. Ну, ты И- думаешь, мы что-то сделаем непоправимо, катастрофу? А ты думаешь, она может нас простить, если что? Я думаю, да. А ты умеешь просить прощения? Я умею. И прощать умею. Ух ты. Ой. Робот, а ты умеешь просить прощения? Умею. Как же бы я тогда все эти алгоритмы делал? А, ты же, наверное, тоже все время ошибаешься из алгоритмов, и ничего страшного не происходит. Да, я просто начинаю все по новой. И пробую снова и снова, пока не будет хорошо. Мы можем пробовать снова и снова, пока не будет хорошо. Я вдруг ощутила, общаясь с горшочком, что мне легче разрешить себе ошибиться, чем запретить себе ошибаться. Да, это очень важно, разрешить себе право на ошибку. Привет! Кажется, мы пришли. Какая она красивая. Она похожа на русалку. И правда похоже. Дорогая феечка, мы так рады тебя видеть. Мы к тебе шли через леса и поля. Встретили страшного Минотавра. Мы столько встречали страхов, но и познакомились, и привели тебе еще друзей. Привет. Это страх быть не идеальным. Нет, это страх сделать первый шаг. А, это, простите, это страх делать первый шаг. Этот самый, который не идеальный, он
Мы его не Не превзойдем. идеально, остался на втором плане. Да. Это страх делать первый шаг, знакомься. Его напугай, и он побежит. А на мне страх, который самый для меня страшный, что никто не придет. А мы к тебе. Приветствую тебя. Да, и очень рада, что ты все-таки к нам пришла, с нами встретилась. Спасибо. Здорово, что встреча состоялась. Ты А еще особо нам дорогая, потому что мы боялись, что тебя может не быть. А этот страх нас даже защищал на протяжении почти всего пути. Предупреждал. Дракон, поздоровайся. Привет! Ну что, А еще у нас появилась подруга, которая нас ждет в море. И мы не будем у тебя всегда, Феечка, мы с тобой пообщаемся, чайку попьем, поговорим, а потом сходим к русалке и расскажем ей, как у нас получилось до тебя дойти. здорово. На этом наша сказка заканчивается. Это сердце от феечки. Она вам посылает все. Ух ты. Ну что, возвращаемся в реальность. Ох, сколько сердечек. Но вот такое путешествие у нас получилось в виртуальную реальность. Мы пообщались с нашим подопечным, показали, какие могут быть возможности в виртуальном пространстве для коммуникации и для социализации. Поговорили про страхи. Поделитесь теперь, пожалуйста, своими какими-то откликами, если есть что сказать. И если есть вопросы, я и Лида будем рады ответить. У меня вопросов нет, но мне очень понравился вебинар. Спасибо вам огромное. Без вас бы этого путешествия не произошло, это точно. Участники – очень важная часть любого тренинга. Рада вас видеть сегодня. Спасибо, что потратили свое время. Надеюсь, что с пользой. И будем рады вас видеть на наших мероприятиях, когда это будет возможно для вас. Спасибо большое.